Прошло уже почти 5 лет с момента выпуска этого телефона, и сегодня мы узнаем, как поживает этот старичок в 2026 году, как он себя чувствует на iOS 26, стоит ли его вообще покупать. Погнали! И знаете, сейчас он чувствует себя на самом деле очень неплохо на iOS 26.2. Но на релизе, правда, конечно, было ужасно. Но для начала, наверное, стоит вообще рассказать, как я с ним до сих пор хожу. Получается, со мной он третий год. Хожу я с ним с 22 года. И полностью он меня устраивает. Всем он мне нравится. Но полгода назад на нем умерла батарея. То есть оставалось 79% здоровья аккумулятора. И я решил поменять батарею. Это батарея от Nohan, заказал я ее на Алиэкспрессе. Так вот, о чем это? К аккумулятору у меня абсолютно нет претензий, он классный, держит долго заряд, даже увеличенный на 10%. Я мог бы дальше ходить с этим телефоном, если бы не одно но. Это iOS 26. Ладно, на самом деле я и дальше буду с ним ходить, потому что у меня нет денег на новый. Так вот, да, эта iOS, она заруинила этот телефон и выжила из него все соки. И теперь он уже ощущается не так классно, как был раньше. И чтобы вы понимали, у меня нет никаких претензий к дизайну iOS или еще к чему-то. Нет, мне нравится. Мне просто не нравится, что телефон стал лагучим, медленным и... Ну, то есть ощущение, как будто я пользуюсь каким-нибудь Redmi за 1020. То есть он как бы работает, но и не как бы не флагман. Что-то типа того. Но если говорить о чем-то хорошем, то с обновлениями и в целом со временем телефон, ну, как будто бы начинает работать лучше. Поэтому обязательно скачивайте новые обновления. Но вот все же, что мне не нравится до сих пор. Давайте по порядку. В этой iOS ребята из Купертино решили увеличить скорость анимации открытия и сворачивания приложений. Но они, видимо, забыли, что 90% их устройств на 60 Гц. И из-за этого анимации стали как бы более резкими и не такими плавными. То есть раньше медленные анимации, они как бы компенсировали 60... То есть, если раньше медленные анимации как бы компенсировали 60 Гц, то сейчас уже не так. И в целом анимации стали более топорными. То есть, если раньше анимация открытия в конце чуть-чуть подтормаживала, то сейчас анимации они идут просто по линейной кривой. То есть она топорная и обычная, и простая. То есть они просто упростили эту анимацию, я не знаю зачем. Так что вот так. Да, это как бы нормально смотрится на новой 17-й линейке, где у всех экранов 120 Гц. Но не очень выглядит у остальных. Дальше мне не нравится одна маленькая бесячая вещь, которую они до сих пор не пофиксили в iOS 26.2. На всех телефонах. Почему? Я не знаю, как эта многомиллиардная компания не может придумать решение для одной маленькой проблемы. Я не знаю. Опять же, остается лишь гадать и ждать обновлений. Так вот, что же это? Это вот эта маленькая обводка у приложений, у иконок приложений, которую, когда сворачиваешь, она просто резко появляется из ниоткуда. И это подбешивает. А еще эта обводка, ну, на старых айфонах, она не реагирует на движение, как в новых. Но это в целом еще можно с этим смириться. Но вот с чем нельзя смириться, так это с тем, что эта iOS выжимает все соки из этого айфона. То есть ты реально видишь, что ему уже тяжко. Никогда такого не было. И ему вдруг стало тяжко. Это реально первая iOS, на которой за столькие годы я увидел лаги. И прям жесткие фризы на айфоне. Причем на общедоступном релизе, не на бетке. Но в целом я как бы еще верю, что
жидкое стекло можно оптимизировать, потому что, как я и сказал, с обновлениями и со временем уже как бы становится лучше. Плюс, по слухам, как мы знаем, iOS 27 будет направлена на стабильность и исправление ошибок. Поэтому там уже прям 100% все должно быть норм. Но как можно было так проехаться с iOS 26 на релизе, я не знаю. Что по дизайну в этом айфоне? Да и в целом тут говорить нечего, потому что это Apple, это флагман, и у айфонов никогда не было плохого дизайна. Да, тут старый диагональный блок, резкие прямые грани, но все равно дизайн выглядит хорошо и актуально. Лайк. Что по камерам? Да, они тут уже скудненькие, не то что в новых моделях, где на всех модулях по 48 мегапикселей. Но все же они простенькие, но они хорошие. Мне нравится. Потому что кожа на фотках выглядит прям очень естественно. Что мне прям нравится на всех айфонах. Да и в целом цветопередача хорошая. То есть за это я прям люблю Apple. Потому что видео, что фото, они как будто бы сняты на глаз. Если ты смотришь фото именно с айфоновских экранов в HDR, то фотки и видео реально очень красивые и натуральные. А вот примеры фоток. С видео здесь тоже все очень хорошо, так как в целом по видео айфону конкурентов до сих пор нет. А этот 13 iPhone все еще снимает хорошо. И реально HDR видео, они выглядят вообще великолепно. Ну реально, как будто вот на глаз снял. Что по экрану? И в целом здесь тоже говорить нечего, потому что это флагман, хоть и старый, это Apple. И ставят они всегда эталонные экраны, с очень хорошей цветопередачей, с красивыми цветами, которые приятные глазу. И напоследок, наверное, стоит затронуть вот самое главное, что мне больше всего понравилось в этом айфоне, это его прочность. Потому что этот малый реально прочный. Все же без чехла я вам, конечно, не советую его бросать с 3 метров, но если он в чехле, то 90% падений он у вас спокойно выдержит. Гарантированно. А может и нет. Вот этот iPhone у меня в простеньком чехле упал с самоката на полной скорости, и с ним все отлично. Итог. Стоит ли его покупать в 2026 году? В целом да, но главное не обновлять. То есть я вам даже советую остаться на стоковой iOS 15, которая идет из коробки. Это будет вообще просто супер. Поэтому да, главное не обновлять до iOS 26. Можно обновить какой-нибудь до iOS 26.5.6, которые выйдут в будущем. А так ему уже не хватает 4 гигабайт оперативки, и уже он чуть-чуть задыхается. Потому что даже iPhone 12 Pro, на котором 6 гигабайт, он и то себя чувствует лучше. Или же как вариант взять iPhone 14 базовый, где идет 6 гигабайт оперативы. В целом разница в цене там небольшая, наверное, стоит переплатить. И это минимум, да, iOS 26. Ну а на этом все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.